Всем привет! Сегодняшнее видео у нас будет... вообще хотела записать, как проходило мое поступление в Германии, но это как бы будет первая часть таких историй из Грузии, чтобы вы поняли, как трудно мне давалось вообще туда выбраться. А потом уже поговорим о непосредственно ступенях поступления в самой Германии. Но давайте начнем с Грузии и всего того трындеца, который у меня случался в школе, и почему я так сильно ненавижу до сих пор свою школу. Я еще просто ненавижу школу. Начнем давайте с самого начала вообще. В моей школе так получилось, что меня многие учителя недолюбливали. Как бы со многими я была в хороших отношениях, но вот именно топ, верхушка, то есть там директор, зауч и все такое, меня почему-то очень сильно недолюбливали, хотя я знаю почему. Но к этому тоже как-то вернемся сейчас. Начнем сейчас с того, что вот про Германию, да. Когда я начала учить язык, в один год я решила, в общем, поехать на год по обмену. В этот год многие с моего класса поехали по флексу в Америку по обмену. И было так, что когда мы вернулись бы, у нас должен был быть экзамен, после которого мы бы не пропустили этот год, а сразу пошли дальше. И... как так бы сказать, ну, да, мы все уехали, полностью думая, что когда через год я приеду, я так думала, да, у меня будет экзамен, все будет хорошо. Моя семья оплатила год обмена в Германии, я была там, и в декабре вдруг мне сообщает мама в один день очень интересную новость, что ей позвонил зауч школы и сказала, что если я не приеду в течение 3 дней, внимание, 3 дней, никого не смущает, да, 3 дня, вдруг, то мне не зачтут этот год и меня оставят как бы еще на 1 год, я должна буду повторять этот год обучения. В этой всей суматохе как-то получилось так, что мы не взяли никакой документ, то есть мама не взяла со школы никакой документ от зауча, мы не узнали про тех, кто в Америке, потому что, чтобы вы понимали, я не хотела пропускать еще год, я вообще поздно пошла в школу, я и так была как бы старше других, пошла я поздно в школу из-за того, что часто мы ездили с мамой в Москву, и мама меня не хотела оставлять одну в Грузии, вот, и я, естественно, не хотела пропускать год. У меня обмен мой был не очень хорошим, поэтому, когда я пришла и сказала это семье по обмену, там был целый скандал, мне просто сказали, вот сегодня же собирайся, у меня не было ни билета, ничего, тогда мне только исполнилось 18, я по-немецки еще не хорошо говорила, вообще не разбиралась в Германии после Грузии, и мне сказали, короче, выметайся завтра. Я, естественно, в соплях, в слезах собирала свой чемодан, выкидывала все вещи, мне сказали хорошо убрать комнату, все, я там убирала всю ночь, утром с чемоданом меня просто выпроводили в Штральзунде, даже толком не помогли занести этот огромный чемодан в поезд. Как потом оказалось, меня эта семья тоже обманула, я могла вернуться потом в Германию, если бы я сдала, да, экзамены, я могла бы вернуться еще на полгода, но они меня обманули, тоже сказав, что моя виза, это я могу заехать только 1 раз. И меня обманула и семья, и сама программа. То есть, это был просто самый лучший год в моей жизни, как вы сейчас заметите, да. Поэтому я просто, опять же, понимая, что нам деньги не вернут, я полгода в Германии, получается, просто так мы оплатили, эта семья ужасно злая, я приезжаю в Берлин, у меня ни билета домой, ничего, то есть меня на вокзале встречает женщина с этой программы, которая тоже довольно мило поступила, она мне сказала, что она на машине, может меня довезти до аэропорта, и я должна буду заплатить за бензин, и будет это стоить 35 евро, Uber я, оказывается, могла бы взять, или там Volt такси, короче, какое-то такси мне обошлось там 25-20 евро. Ну да ладно. Короче, доехали мы до аэропорта, она меня там бросила, я как-то с горем пополам просто подошла, помню, к турецким авиалиниям со слезами, дайте мне какой-то билет до Батуми, пожалуйста. Купила я там первый попавшийся билет, надо было мне 24 часа сидеть в Стамбуле, спать на стульчиках, в общем, все в лучших традициях, трындеца в жизни. Приезжаю я в Грузию, прихожу сразу в школу, там чуть ли не поспав сколько-то часов, готовлюсь к экзамену, на что, то есть как бы там был зауч русского сектора и грузинского сектора.
И мы приходим к заучу русского сектора, который это все вот начал, этот трындец. Да, скоро будут экзамены, хорошо, что вы приехали, а то, короче, бы все уже, вам надо было повторять бы этот год. Хорошо, что вы приехали, все, ждите, сейчас у вас будут там экзамены по всем предметам, чуть ли не через день после того, как я приехала. Вы понимаете, да? Программа с Германии у меня при этом требует доказательства того, что я уехала не по своей воле, а меня, правда, вызвала школа. Я прихожу у директора просить эту справку, на что директор мне говорит, иди к заучу грузинского сектора, потому что он как бы совладелец, это приватная школа, совладелец этой школы. Идем к заучу грузинского сектора, на что он мне говорит, в смысле, вы там не нужны, вот там у нас все, которые на флексе в Америке, приедут в конце года и напишут экзамен, что вообще приперлись-то? Мама говорит, ну как бы тот зауч нам это сказал. Нет, не надо было, я ничего вам не подпишу. Ничего не подпишу, вы не должны были сюда приезжать. Тот, кто вам сказал, это вообще все фигня. Тут начинается самое интересное. До того зауча мы его не могли найти. То есть вот у зауч русского сектора мы его не могли найти пару дней. Приходили к директору, директор нас к этому заучу грузинского сектора. Этот зауч грузинского сектора говорил, что я там нервно больная, раз мы сюда приехали, не надо было приезжать, и вообще все в порядке. Я и мама довольно-таки, ну как, особенно моя мама, очень спокойный человек. Я менее спокойный человек, но я тогда была просто очень измотана. И, ну все, я уже в Грузии, я поняла в какой-то момент, что та зауч русского сектора нас просто подставила, что сейчас никому ничего не докажешь, потому что они все, сволочи, отрицают. И, естественно, звонок никто не записывал, но я верю с моей маме, что она мне не врала, и когда мы пришли в школу, понятное дело, что эта зауч, когда только нас увидела, сказала истерия, хорошо, да, я звонила, хорошо, что вы приехали, и, в принципе, весь этот план их накрылся, когда я начала требовать запись, подпись, что правда это надо. Это правда не надо было, то есть это было просто такое из серии сюрприз. И тут пошло еще более интересное, я уже решила, раз я приехала, я сдам экстерном экзамен, оказывается, экзамен, естественно, на следующий день писать не надо было, в общем, как все в Грузии бывает, у меня еще было время подготовиться к экзамену, я его написала экстерном, и я не знаю, почему в моей школе учителя думали, что никто об этом не знает, но все прекрасно знали, что если ты ходишь на дополнительные к учителю и платишь ему деньги, при этом самая же директриса это знала, то экзамен у тебя будет хорошо написанный, и учителя это знали, вообще все это знали, но почему-то это очень скрывалось, хотя все ученики это знали, все родители это знали, все учителя это знали, но это все было из серии секретно. А я была очень в плохих отношениях с ученицей английского языка, и понятное дело, что за 2-3 недели к экстерну подготовиться нереально, который нужно как бы за 2 года материал написать, да? Все это понимают. Кроме всех в школе, кто делал это, знаете, секретно. Поэтому, когда все учителя помогли, ученица по английскому языку не то, что не помогла, на экзамене у меня было только... То есть не было, как, знаете, экзамен языковой, да, у вас listening, у вас грамматика, у вас понимание текста, то есть reading, и, может, там еще что-то устное, да? То у меня была не просто грамматика, а из всей книжки только исключение из грамматики. Естественно, я этот экзамен завалила. Потому что ученица сказала... Потом приехали те, кто приехали. Ну, я поплакала, думала вообще поменять школу, и моя была большая ошибка, что я не поменяла школу, до сих пор жалею. Просто ужасные люди. Когда приехали те, кто приехали с флекса, опять же, учителя почему-то думают, что ученики между собой не переговариваются. Естественно, мы знали, кто кому какие ответы дает. Ну, учителя вообще думали, что это только между ними и учеником. Come on.
Когда они приехали, естественно, я была в Германии, мое знание английского было хуже, мое знание немецкого было лучше, то у них это все наоборот. На немецком языке им просто дали какой-то очень легкий текстик, с которым им слили ответы, и все у них все по всем предметам были хорошие оценки, и у меня по английскому в дипломе стоит плохая оценка, потому что у меня очень хорошая учительница по английскому языку, которая меня очень любила и сделала вид, что нормально, вопросы, в которых были только исключения, ну как бы из правил, да. Ладно, давайте оставим мой обмен и плохие оценки. Многие из вас скажут: Саша, что ты хотела, вам и так там помогали. Да, но когда вы все равно знаете, что вас подставили на полгода, которые вы оплатили в Германии, б, все равно другим было намного лучше, чем вам, естественно, вы не очень рады. Переходим к следующей ситуации. Мне всегда казалось, что у нас была учительница, которая приехала из Германии и преподавала нам немецкий, что я ей не нравлюсь. И я ходила на дополнительные занятия к учительнице по немецкому языку, ну, как бы не той, а вообще ученица по немецкому языку, тоже из школы. Она мне очень нравилась, благодаря ей я вообще выучила этот язык. И я ей всегда говорила: вы знаете, я там вот этой вот немке не нравлюсь. Она такая: да нет, тебе там кажется. Я такая: да мне не кажется. Но она мне все время доказывала, что мне кажется, что все, короче, хорошо. Но мне кажется, она просто меня успокаивала, чтобы я не возненавидела немецкий язык, потому что она видела мою любовь к английскому после взаимоотношений с той учительницей. И мне кажется, она такая: так, все хорошо. Я очень благодарна вообще этой ученице, потому что, ну, реально, если бы не она, я бы на немецком вообще не говорила. Она просто мою лень как-то монетизировала все равно в обучении. Не знаю, как у нее это получилось, но благодаря ей я очень хорошо знала немецкий язык и вообще сдавала его на раз, два, три. Ну так вот. И, опять же, мне казалось, что я этой ученице не нравлюсь, но убедилась я в этом, когда мы уже переехала, даже уже в Германию, и она стерла меня из друзей из Фейсбука, единственную из всей школы, и я поняла, что да. Ну так и вот, поступать я решила в Германию на медицину. И меня эта учительница выловила как-то в коридоре и сказала, что у меня ничего не получится. Ну, как вы видели, что меня выперли из института, в чем-то, конечно, она была права, но мы еще не сдаемся. Но вообще она мне сказала, что сами немцы не могут поступить, и я в институт, короче, у меня 0 шансов поступить, на что я сказала: ну окей, не поступлю, поступлю на кого-то потом другого, попробовать же надо, то есть у меня всегда в голове: ну давайте попробуем, что попробуем. И мы подавали документы, у меня была школа с уклоном, как вы уже поняли, в немецкий язык. Многие подавали в Германию, но в основном на Medien- и Kommunikationswissenschaft, или там на какой-то технический вроде кто-то поступал. Но в любом случае на медицину была только я одна. И многие преподаватели, как я уже сказала, меня не очень долюбливали. Когда мы подали документы, получилось так, что нам не хватало всем одного правильно заверенного документа. И мы сидели, все, кто подавали как бы в Германию, в одном классе. И я ходила на дополнительно, опять же, к своей учительнице, но, как я уже рассказывала, в нашей школе все через деньги, хорошие оценки через деньги и помощь через деньги. Получилось так, что все ходили к учительнице грузинского сектора, так как она дружила с вот этой приезжей немкой. А я нет, потому что мне нравился уровень обучения той учительницы, и зачем бы я ее меняла просто из-за того, что круто ходить к этой. Но все поменяли, и я не поменяла. Сидели мы, в общем, в классе, когда я неправильно перевела документы, и все остальные тоже, и я уже со слезами на глазах, что ничего не получится в этом полугодии, да, раз в полгода вы подаете документы в Германию. И эта учительница такая: вы знаете, я... Ой, не буду называть город, на всякий случай. В общем, с одним городом в Германии дружу с институтом, что-то у нас там по вот этой программе ДАТ, в общем, там контакты. И при нас всех она туда позвонила, говорит с секретаршей и говорит: так-то, вот у наших студентов возникла такая проблема, мы уже через УНИА здесь не будем, они не принимают, давайте мы вам пришлем. Так секретарша говорит: хорошо, назовите фамилии. И она называет фамилии, мы все сидим в
В классе все фамилии, кроме одной, моей. При этом смотрит на меня. Я от того, что я была в шоке, ну опять же, сейчас бы я сказала бы, тогда я была в шоке и ничего не говорила. До меня дошла вся ситуация, все и так было понятно. Там сидели пару на тот момент моих подруг, они тоже ничего не сказали. Тогда я на них обижалась. Сейчас я думаю, господи, в жизни, естественно, каждый сам за себя, зачем они что-то должны были сказать. Ну, все равно, с ними я тоже перестала дружить после этого, как-то сразу отлегло. И я пришла домой, я решила, что я такая самостоятельная, все сама смогу. Той же секретарше в тот же универ позвонила, сказала все то же самое, меня послали, сказали, они вообще такое не делают, мне такой чушь в голову пришла. И меня мама всю жизнь учила, если ты сам тонешь, не бери с собой других, это плохая черта. Поэтому я не сказала то, что я сидела в том классе и слышала все то, что про других студентов, потому что я боялась, что у них будут проблемы, а я опять же так не хотела. Поэтому я поплакала тихо, спокойно, подумала хорошо о своей школе, естественно, о той учительнице, и подала заявку потом сама через полгода везде, кроме этого города. Для меня прям этот город в Германии единственный, который я прям ненавижу, и никогда даже туда не поеду, просто не переношу. Такое тоже, да. Моя школа прям это была для меня любовь всей моей жизни. И теперь к вопросу, когда все такие: Саша, почему тебя одну все не любили? Ну, не все. У меня есть учителя, с которыми я была в хороших отношениях. Просто у меня проблема то, что я не умею общаться по интернету или потом. То есть все как-то могут, вот сейчас я знаю, все приезжали, как-то с учителями еще встречаются. Я не представляю себе, чтобы я приехала, написала учительнице: давай там выйдем, кофе выпьем. Но я не знаю, я не могу так. У меня поэтому контакт после обучения со всеми как-то пропал. Но я до сих пор просто обожаю свою учительницу по немецкому языку, обожаю учительницу по физике. Это прям был мой любимый, один из любимых учителей, учительница по математике. Просто вообще женщина, которая всегда была с иголочки одета. Ну, есть сейчас. То есть я очень любила, опять же, ученицу по немецкому языку, по математике, по физике, по грузинскому языку. То есть обожала этих учителей, и у нас вроде как бы, кажется, были хорошие отношения. Это, знаете, вы никогда не знаете наверняка, что за спиной про вас говорят, но мне казалось, по крайней мере, с моей стороны были хорошие отношения, оценки у меня там были хорошие. А со всеми остальными учителями у меня были, особенно, как бы, опять же, я говорю, с высшей иерархией школы у меня были не очень отношения, потому что, во-первых, это Грузия, там есть определенные правила, которые учителя навязывают родителям. Чтобы вы понимали, насколько там все идет просто. Как-то раз мы захотели отпраздновать Хэллоуин. Оперный театр, это просто Хэллоуин. Просто людям захотелось накраситься, да, детям и поиграться. И знаете, что нам сказали? Потому что я это хотела, я как была одним из организаторов. Во-первых, сказали, что это сатанистский праздник. А потом я знаю, что классная моя пошла к маме подруги, с которой я тогда дружила, и вообще сказала, чтобы та перестала со мной дружить, потому что я буду на нее плохо влиять, потому что я сатанистка. Это и все из-за того, что я хотела партию на Хэллоуин сделать. То есть, ну все, вы понимаете. Там, естественно, подружка мне потом сказала, но сказала: только ты никому не говори, особенно ты ученица, уже так много лет прошло. Нормуль. Просто чтобы это... И, естественно, я после этого я классную тоже не очень взлюбила. Она там про меня кому-то говорила, что я сатанистка. Только из-за Хэллоуина. Короче, там трындяо был просто полный. Я встречалась на тот момент с мальчиком, естественно, мы там ходили за ручки, целовались, ну, господи, нет, тоже нельзя. Маму тоже вылавливали, говорили, что все, девочка чуть ли не на панель идет, вы куда смотрите? Естественно, мама говорила, это ее жизнь, не трогайте ребенка. Ну и многие другие вещи, когда учителя пытались влезть как-то и сказать, как правильно жить, моя мама на это особо не реагировала, и я, как вы понимаете, тоже не особо реагировала, но, естественно, ну, как бы, каман, всему есть свои пределы, там, от того, как нужно одеваться, нельзя краситься. Я один раз в шутку сказала, опять же, на уроке английского языка, когда мне нравился панк-рок,
Кем вы хотите стать? Я сказала киллером. Эта учительница сказала маме парня, с которым я встречалась тогда, это на полном серьезе, что я психбольная, хочу стать киллером. Чтобы вы понимали, я тогда... Я вообще, короче, не знаю, что там с учителями творилось с некоторыми. Но я у них была, походу, сатанисткой, проституткой, киллером и все в этом роде. И вообще, короче, пропащей душой. Поэтому я, как только закончила школу, оградилась от этого всего трындеца. Я даже, кажется, удалила из друзей директора и все, ну типа, знаете, нафиг надо мне, вы они не нужны, пожалуйста. Ненавижу свою школу до сих пор. У меня до сих пор, когда я проезжаю в городе рядом со школой, аж глаз дергается, просто вообще... Как вообще педагоги, это же должны быть такие хорошие психологи. Почему там такой трындец, какие-то сплетни, интриги? При этом все учителя думают, что дети не в курсе. И, естественно, когда учительница, да, как вот по английскому языку, я знала, что она там кое-кому дает ответы, хотя она это так отрицала, потом мы видели у того человека, да, на контрольные ответы, на которые, то, что она забыла выучить, и, знаете, вытягивала из-под парты, а та доказывала вовсю, что она таким не занимается, у нее она неподкупная. И, естественно, смотря на такого человека, уважение к такому человеку ноль. Либо ты уже молчи со своими принципами, да, либо их соблюдай. Вот. Так у меня было нелегко поступление, вообще выбраться в Германию. Мне было не очень легко вообще из своей школы. Вот так вот. Но я все равно поехала. Кстати, недавно такая смешная ситуация. Это год назад, когда меня как раз-то выперли из Дюссельдорфа. Мне начала писать директриса, потом еще какая-то ученица по немецкому языку грузинского сектора. Не помню, это та, не та, которая так со мной поступила. Как я поступила в Германию, то ли где я именно учусь, чтобы я им прислала полностью там чуть ли не свой, где я учусь, какой год обучения, им надо там для какого-то чего-то там. При этом я знаю, что до этого мне тоже говорили люди, с которыми я общаюсь, что в моей школе полностью отрицали тот факт, что я поступила на медицинский, когда кто-то говорили, что это нереально, и висела какая-то доска почета, то ли что-то в этом роде, меня там никогда не было, потом вот я появилась только тогда, когда им что-то, как я понимаю, от меня понадобилось, но, естественно, я им до сих пор не отвечаю, при этом мне до сих пор пишут. Недавно тоже я видела в Фейсбуке, вы знаете, когда не в друзьях, вы все равно видите, высвечивается. Ну, теперь как бы, мне кажется, им было интересно, куда я после Дюссельдорфа пойду, я не знаю. Или, может, у них кто-то хотел из их окружения поступить, и, знаете, надо узнать все, в какой колледж лучше, а как поступать, а как, какие оценки надо, ну, это же все надо спросить, узнать. Вот, но так прямо же не спросишь, надо там сказать, что вам надо для какого-то баннера. Вообще не люблю свою школу, все эти интриги, сплетни, расследования, и до сих пор хочу от этого подальше держаться. Просто трындела. Так что, если в вашей школе пипец, вспомните, что у меня еще хуже в школе был пипец, я оттуда выбралась, значит, и вы из своего пипца выберетесь. Ну, или если вы детям подыскиваете школу и видите сразу изначально, что там что-то идет не так, лучше меняйте школу, потому что это будет по жизни только какие-то проблемы. У меня не вышло никакой, ни там, ни золотой, вроде не серебряной, короче, никакой медали. Тоже была очень интересная история. У меня по истории вышла не десятка, а девятка, то есть у меня 10-бальная система. И я об этом узнала только когда я получила как бы оценки в конце, потому что в последнем классе, в 12-м, у нас была 12-летка, как-то оценки нам не говорили, просто типа, выучила урок, все, хорошо, садись, молодец, 5. Мне ученица, то есть садись. То есть мне ученица ни разу не говорила, что мне девятка, а не десятка. И я ее после этого больше не видела, и я к ней даже на дополнительные ходила, то есть она тоже не говорила, что я не дотягиваю, зная прекрасно, что там во многих у меня хорошие оценки, да, предметах.
И это было довольно интересно, потому что, как я потом узнала, девятки были еще у мальчиков, которые вообще ничего не рассказывали, а я учила. Кончим все эти прекрасные истории о школе, больше не хочу их вспоминать. В следующее видео я вам расскажу уже этапы поступления непосредственно в самой Германии. И надеюсь, что больше никогда в моей жизни такого трындеца не будет. Я очень надеюсь.